Но я помню, что хотел отомстить тому, кто причинил мне боль. Думаю, я привязался к нему. Чем дальше и больше я читаю о призраке, тем больше всего странного и нового я нахожу. В наш таймлайн на предыдущем духе попадает сразу несколько историй, а именно в яму, посчитай путь, место для еще одного и танцуй со мной. Из новой истории про него есть полное подтверждение, что это игровой таймлайн. Но вы меня спросите про связь с историями Милли, Стэнли и Кейси к истории Освальда. Дело в том, что в истории в яму и место для еще одного упоминается одна и та же закусочная снэк-пак, что приводит нас к тому, что это части одной истории. В истории в яму закусочная открыта во время самой истории, там работает отец Освальда. И в истории место для еще одного закусочная была открыта в реальном времени. И из новой истории с призрачным духом я нашла связь с историями в яму, которую я расскажу чуть позже. И с Эннардом, и как таковой сестринской локацией. Сегодня будет очень много информации, приготовьтесь. Сейчас я озвучу новый таймлайн, и мы начнем. 1983 год. Танцуй со мной. Время истории происходит в начале осени, когда только открылась пиццерия «Мир» цирковой малышки. Как мы знаем, эта пиццерия проработала всего 2 дня. Но данное заведение было показано только в самом начале истории. Именно эта история начинает наш таймлайн. 1985 год. В яму, а точнее путешествие Освальда в прошлое. Встреча с Спринг Бонни и мертвыми детьми. Среди этих мертвых детей мальчик Эндрю. 2005 и далее. Место для еще одного. Время работы сестринской локации до появления там Майкла Афтона. Время, когда снэк-пак открыт. Одновременно с этой историей должны происходить события из истории в яму. При этом в обеих историях забывают о существовании Фредди Фазбер, что как раз и упоминается во FNAF Sister Location. Позже происходит история Фетч. В это время Эннард уже покинул сестринскую локацию, а Фредди Фазбер все еще является забытым местом. Позже, и скорее всего даже несколько лет спустя, происходит история «Час 35 ночи», когда Финиас все еще был жив. В эти года Fazbear Entertainment потихоньку возвращается в мир. Через какое-то время Финиас создает призрака, при этом призрачный дух убивает своего создателя. Примерно в то же время, после побега, происходит знакомство Джейка и Эндрю в эндоскелете только что созданного призрака. Спустя несколько месяцев происходит история «Быть красивой». В этом промежутке времени Бэби уже давно оказалась снаружи, и Fazbear Entertainment начала открывать свои заведения и выпускать товары. После чего через неделю истории Сары нас знакомят с детективом Ларсоном, который ведет дело по отлову призрачного духа. Через какое-то время происходит история Распродана, где Fazbear Entertainment выпустила серию игрушек, и Плюштрап начал жестоко издеваться над мальчиками. В эту же ночь Хэллоуина призрак собирает останки Плюштрапа. И только после всех этих историй в Рождество происходит событие «Посчитай путь». Так как там есть Фантайм Фредди, который очень сильно постарел, между историями «Посчитай путь» и «Место для еще одного» проходят целые года. Ну что ж, теперь вы в курсе нынешних событий, так что давайте разберем все, что я прочитала нового о призрачном духе. Как, например, оказалось, он все-таки имеет в себе души. Я скажу больше, Фетч и Плюштрап тоже их имели. Я сейчас попытаюсь вам все разжевать как можно понятнее. В этом аниматронике находятся 2 известные души, Джейк и Эндрю. Это важно, потому что мальчики подозревают, что с ними есть еще одна душа, которую они не видят. Джейк является тем, кто управляет эндоскелетом. Он совершенно не помнит свое прошлое. У меня есть вполне реальное предположение, что Джейк есть тот самый ребенок из 6-й книги. Тот самый мальчик, что был болен. Но это точно мы с вами узнаем чуть позже. Эндрю же был достаточно агрессивный. Как оказалось, он убитый ребенок, которого заставлял страдать человек, который убил его. Что же касательно Эндрю, он рассказал о том, что убил своего убийцу.
Я хочу, чтобы вы сами это услышали и поняли, что хочет сказать Эндрю, и как это связано с сестринской локацией. Но я помню, что хотел отомстить тому, кто причинил мне боль. Думаю, я привязался к нему. Я проник в его душу, убедившись, что он не может двигаться больше. Тогда он должен был умереть. Я помню, я хотел, чтобы он страдал так же, как он заставил страдать меня. Но я не помню, что он сделал. Я просто знаю, что держался, независимо от того, что они сделали с ним, чтобы попытаться спасти его. Я хотел, чтобы ему было больно. Я помню, они пытались убить его. Но я не собирался отпускать его, пока я не был готов. Это странно. Я помню, что был таким злым и решительным, но я не знаю почему. Так где же сейчас человек, на котором ты сердишься? Я не уверен. Я знаю, что был в нем, когда мы добрались до этого большого места, с большим количеством классных вещей. Все, что я помню после этого, это желание быть везде. Я помню, как был повсюду в разных вещах. Я помню эту аниматронную собаку, Фэтч. Он сломался во время грозы. Отстойная игрушка. Она сделана плохо. Так что я думаю, что я был бы в Фэтче. Так и сюда и попал. Да, убийца наверняка Уильям Афтон. И вы сейчас поняли, что данная история об Эннарде. И причем он описывает конец FNAF 5. Я проник в его душу. Я знаю, что был в нем, когда мы добрались до этого большого места. Единственные аниматроники, которые были в человеке, только Спрингбой и Эннард. В первом случае в Уильяме, во втором в Майкле, который является полностью копией своего отца. Тогда он должен был умереть. Помните слова Бэйби? Ты не умер. Так где же сейчас человек, на которого ты сердишься? Я не уверен. Что уже из себя предполагает, что он вышел из того человека. В этих словах есть еще больше доказательств. Но я не всегда могу их правильно объяснить. Так что я надеюсь, что вы сами поймете. Мы мало того, что узнали истинные причины Эннарда убить и использовать тело Майкла, так к тому же еще и то, что в фантайм аниматроников все-таки были души. Я помню, они пытались убить его. Подумать только, моя теория о том, что это была месть, а не попытка сбежать, действительно подтвердилась. Таким образом, мы понимаем еще кое-что. Похоже, тот самый шестой убитый ребенок из истории в яму был именно Эндрю. Похоже, он был убит в одно время вместе с остальными 5 детьми. Именно поэтому их там было 6, а не 5. Но в шестом ничего не было известно, возможно, потому что о пропаже этого ребенка никто не знал. Я всегда сомневалась, что тот шестой ребенок Чарли, потому что она не была убита в 1985 году. Она была убита в 1983. И сейчас все сходится. 5-я часть игры происходит между 1-й и 3-й частью. Но учитывая тот факт, что цирковая малышка работала в 1983, а сестринская локация в 2000-х, то эти аниматроники не имели в себе эндоскелет от оригинальных аниматроников. Похоже, Уильям проводил те же эксперименты, что и в трилогии. Но с 1993 года он был заточен в секретной комнате. И во время FNAF 5 он все еще находился в заточении. В итоге я могу лишь вывести один вывод. Сестринская локация была построена раньше 1993 года. Уильям проводил там свои эксперименты, после чего ожившие аниматроники должны были иметь охрану, как раз ближе к 1993 году. Таким образом, когда он разделил души и создал мангу, он собрал ремнант со старых аниматроников и поместил его в своих созданий. Все было примерно в одно время, а именно в 1987 году. После того, как Эндрю все-таки отпустил Майкла, думая, что он убийца, он нашел много всего, став частью многих вещей. И этим самым он заражал все эти вещи своим гневом. Он не контролировал их, он давал им жизнь, а гнев делал их монстрами. Известное создание нам — это Фэтч, благодаря которому он как раз и попал в призрачного духа. Так что та романтическая собака, что убила Кимберли, была с частичкой души мальчика Эндрю. Фэтч был живой и действовал по программе, но при этом испорченный гневом. Плюштрап и, возможно, даже Элла тоже были с душой Эндрю. Плюштрап так точно. Что касательно Эллы, то, возможно, он ее использовал для сосуда, души и своего гнева.
потому что 3 этих аниматроника очень похожи по характеристикам. Все они были живыми и действовали по программе, но при этом испорченные гневом и вели себя агрессивно. Почему именно эти аниматроники? Я вам могу легко на это ответить. Джейк пообещал, что найдет заразившиеся вещи. Именно поэтому призрак собирал останки плюштрапа, и именно поэтому он рылся в мусоре. В итоге это приводит нас к тому, что не агония оживила призрака, в нем есть души. На данный момент известны 2. Так что это в итоге было и что это объясняет? Давайте разберемся. Начнем с того, что гнев реально может заразить объекты. Как это произошло со взрослым телом Чарли? Но без души гнев не будет понятен объекту. Он вроде есть и заставляет чувствовать себя плохо, но без частички души объект не понимает, что он жив и чувствует себя плохо. И когда мы наблюдали душу плюс гнев, в итоге получается ужасно смертельное создание, которое вечно было очень злое. Таким образом, все эти объекты у Финиаса были наполнены гневом, но они не имели смысла без души. Именно поэтому он собрал воедино тех, кто имел большой показатель гнева. Как он тогда думал, агонии. На самом же деле это оказалось душа плюс гнев. То самое сильное чувство, что и пробудило призрака. Знал ли Финиас о том, что в таких объектах, как эндоскелет, белая кукла и Фэтч были души? Наверняка нет. Так вот, в прошлый раз я сказала вам, что мы разгадали, как именно Генри создал Чарли, но теперь все это рухнуло, когда мы узнали о душах. Таким образом, у меня закрадываются ужасные мысли насчет Генри. Раз просто эмоция не может оживить аниматроника, не может дать ему самосознание, а частичка души может... Неужели Генри использовал душу Чарли? Душу настоящей Чарли, заключенную в тряпичной кукле Элли. Его эмоции определили эмоции робота Чарли в определенном теле. Но как мы с вами выяснили, только благодаря чьей-то душе можно по-настоящему подарить самосоздание и жизнь. Если это действительно так, и частица души Чарли находится в тряпичной кукле, то не факт, что это сделал Генри. Это мог сделать Уильям, чтобы спрятать тело Чарли. Ведь в газете сказано, что ребенок пропал. Это могло произойти благодаря тому, что труп Чарли был рядом с куклой, как это произошло с марионеткой и той же Чарли. Думаю, мы выяснили с вами столь непонятные моменты из трилогии. Но мы сейчас говорим о игре. Элла появляется в игровой истории, так что я не исключаю того факта, что Генри создал их для того, чтобы заменить своего погибшего ребенка. Ведь данная кукла была создана именно в 1980-х годах. Вот как-то так. Я наконец-то смогла точно сопоставить местоположение всех частей FNAF. Спасибо Скотту, что наконец-то он это на 100% показал, что и как должно стоять. Понять, что фантайм-аниматроники имеют разделенные души. А ведь раньше я думала, что это не так. Эннер действительно не хотел сбежать, он хотел мести. Что, как я предположила ранее. Главный ребенок в Эннерде — это мальчик Эндрю, а не Элизабет. Именно Эндрю выгнал Элизабет из своего тела. И вообще вся суета с Фэтчем плюс Трапом началась исключительно из-за него. Я думаю, на этом мы закончим. Вам всем нужно переварить все, что я сейчас сказала. Так что я сделаю продолжение когда-нибудь. Возможно, при выходе новой книги. Пока.